Фак. Я не смогу так до конца. Фух, ладно. Терпи. Всем привет. Сегодня очень интересная тема подъехала. Вторая серия о прессе. И я подготовил бомбезную подборку, настоящую выжимку из лучших упражнений. Критерии выбора их очень просты. Первое. Стопроцентная безопасность. Второе. Биомеханическая составляющая этих упражнений идеальна. Пресс двигается так, как ему нужно. Нагрузка не размывается. И представьте себе, о чудо, пресс начинает расти. Такое тоже бывает. Ну что, я думаю, медлить не будем. Погода шикарная, бабочки летают, солнышко, ветерок. Надеюсь, мешать звуку не будет. Погнали работать. Ну что, начнем со всеми любимых скручиваний. Покажу, как действительно стоит их делать. Ложимся на пол, подгибаем ноги к себе. Можно сделать это максимально близко. Смотрите, важная задача. В каких это бы ни было упражнениях на пресс, вы должны понимать. У вас есть таз, и вы можете им двигать, как Майкл Джексон. Когда я подкручиваю, моя спина автоматически прижимается к полу. Во всех упражнениях спина должна лежать идеально ровно на полу. Только тогда вы достигнете безопасности и действительно крутой эффективности. Погнали. Пододвинул ноги, подкрутил таз. Да, вот сейчас я лежу просто, а теперь я подкрутил. И начинаю работать. Руки могут быть здесь, могут быть за головой, но за шею себя тянуть не стоит. Чтобы усложнить максимально, руки поднимаем вот сюда. И начинаем делать. Выдох. Опускаемся. Делаем все медленно. Наверху пауза. Опускаемся. Фиксируем нагрузку. Также круто будет просто доставать до коленок. То есть это будет ваш ограничитель, что выше не стоит. Достал, опустился. Достал, опустился. Шикарно. Из этого же положения можно отлично работать на косые мышцы. Просто ставим себе целью коснуться пяточки ноги, которая находится с той же стороны, с которой находится ваша рука. Касание. 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 Касание с одновременно небольшим подъемом. Дыхание и концентрация – это ключ к эффективности и результату. Подняли ноги. Немного усложним это упражнение. Это вообще суперское упражнение. Если вы можете, делайте лучше сразу вот так. Задрали ноги. Это сразу автоматически скручивает ваш таз. Вы находитесь в идеальном положении. И начинаем работать. Усложнили, подняли ноги. Также и косые. Касание. Касание. Идем дальше. Теперь развернем свое положение в пространстве. Будем делать такие упражнения. Таким макаром они выполняются. Опять вспоминаем про задачу мышц пресса. Скручивать. Не подносить ногу, как это делают все. Скручивать. То есть вы еще и помогаете корпусом к тому, как ваша нога подходит вперед. Все, и начинаем работать. Делаем медленно, никуда не спешим. Не надо вот это делать. Это фитнес, это зарядка, это не тренировка, пресс. Все, и начали. Оба! Выдох, согнулись, держим, терпим. Обратно, раскрутились. Свернулись. Раскрутились. Также и косые здесь пашут, если мы сделаем вот так. То есть не забывайте, что косые это то же самое скручивание, но боковое. Можно руку сюда поставить для удобства. Сложнее будет вот так. Очень важно здесь обратить внимание на то, что в планке, в упоре лежа, у вас не должна проваливаться поясница. Также подкручиваем таз, как Майкл Джексон, вспомнили, да? Хоба! Все. Вот это движение. Все, пресс стабилен, он готов к работе. Следующее тоже очень крутое упражнение. Это обратные скручивания лежа. Подвели ноги. Все, большинство делают вот так. Просто подъемы, да? Неплохо, можно и так делать, но предлагаю еще вот такой вариант. Легли, силой поднимаем. Опа, подкрутились, пауза. Медленно отпускаем ноги. Таз подкручен, не забываем. Опа, подкрутили. Оп. Шикарно. Потом можно поподнимать.
Вот так оно делается. Еще выше, вот так. Ребят, хотел разбить упражнения на уровне сложности, там типа начальный, средний, продвинутый, но типа, знаете, так, для интерактива, чтобы было интересно, чтобы кто-то из вас нашел свой уровень. Но я понимаю, что это все полное фуфло. Разницы нет. В любом упражнении можно чувствовать себя идеально, чувствовать пресс, прорабатывать его даже в обычных скручиваниях. Вам не нужно делать какие-то дикие усложнения. Можно заниматься, выбирая любое, абсолютно любое. Здесь нет никакого уровня. Поэтому пробуйте каждое из этих упражнений, выберите для себя топ и делайте. Идем дальше. Также не стоит забывать про такое шикарное упражнение, как планка. На самом деле это отдельный мир, их так много, у них миллион вариаций и усложнений. Если вам легко стоять в обычной, обязательно сделаю ролик про там разные уровни планки. Ее можно усложнять, усложнять, усложнять. Она подключает абсолютно весь организм, всю систему стабилизации мышечную. Не только пресс здесь работает, и ее обязательно стоит включать в свой тренировочный список. Сегодня покажу обычную планку, как ее все-таки стоит делать. Встали на локти, таз не проваливается, подкрутили. Плечи можно увести, тогда нагрузка ложится больше на кор. Но здесь, у тех, кто слабый, поясница провалится. Важно это контролировать. Если вы можете себя держать, можете уходить. Не можете, стойте просто в планке. Подкрутили таз, не болтаем шеей, все. Угол 90 градусов ровный. Вот так и стоим. Минута, 2, 3, дойдете до 5, тогда можете переключаться. Стоит также сказать, что упражнение скручивания таза на турнике в висе на турнике, оно действительно сложнее, чем все остальное. Вот, это единственное упражнение, в котором, во-первых, амплитуда движения, получается ее сделать очень классной, большой. И, конечно же, важное второе, это тяжелые ноги. То есть ноги добавляют вес, усложняют выполнение упражнения. И как бы это действительно следующий уровень. Те, кто может это сделать правильно, пожалуйста, это топовое упражнение. Показываю. Повисли на турнике, согнули ноги. Два варианта. Я рекомендую их сразу подтянуть, чтобы не включать подвздошно-поясничную и бедра. Вот здесь работают они. Пресс не так круто работает. Подняли и работаем. Скручиваем таз. Также можно делать и так. Фух. Ну, здесь работу ног практически не исключить, но страшного особо ничего нет. Главное, не держите их прямыми. Прямыми держат ноги гимнасты, им это нужно, как бы это профессионально. Нам это не нужно. Если это делать тяжело, есть альтернатива. Можно это делать, цепляясь за какую-то перекладину, низкую, у меня ее нет, я возьму здесь. Ваша задача повиснуть, ноги на полу, и делаем то же самое, только одной ногой пониже, прям пониже. Здесь, чтобы был угол 90 примерно. Выдох, скрутились. Оп. 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 И именно таз. Таз. Думаем об этом. Не нога. Таз, как Майкл Джексон, только уже в амплитуде. Оп. Оп. Фух. Я думаю, этого списка вам должно хватить, ребят. Все. Я устал. Устали. Теперь немного о том, почему другие упражнения я вообще делать не рекомендую. В первом ролике я это сказал. Теперь конкретизирую. Первое. Вам этих, что ли, не хватает? Я предоставил большое количество упражнений, вам их хватит на ближайшие несколько лет. Следующее. Размазывается нагрузка. То есть, когда вы делаете складочки, ножички, подъемы прямых ног, подъем прямого корпуса, ну, это неэффективная работа. Также очень важно в этих упражнениях, что нам помогает? Помогает подвздошно-поясничная, помогает прямая мышца бедра. Забирая нагрузку, они начинают натягивать
при включении, да, их в работу начинают задавать компрессию на позвонки. И, ну, здесь как бы хождение по лезвию ножа. Я думаю, не все любят это делать. Это для кого-то риск, а для кого-то нет. Поймите, у кого-то из вас, у всех из вас, из тысячи условно, которые посмотрят этот ролик, разная антропометрия, разная длина конечности, вес, состояние здоровья, грыжи, протрузии у кого-то там что-то уже начинает развиваться, у кого-то нет, кто-то полностью здоров, кто-то не очень, кто-то сегодня плохо там себя чувствует или еще что-то, и он начинает косячить в технике, понимаете? Поэтому тут как бы два пути. Один путь – 100% безопасность, хорошая эффективность, долгосрочный качественный результат. Я его предложил, ваше право выбирать. Мне очень приятно заниматься работой над этими видеороликами. Я надеюсь, что кому-то помогаю. До встречи в следующих. Они будут выходить достаточно часто. И проект, который посвящен созданию человека будущего, который посвящен максимальной эффективности, здоровью и производительности, он только начинает свою работу. Мы постепенно разгоняемся. Добро пожаловать в первые ряды. До скорого.